Привет, мои дорогие девочки, слетайтесь на наш огонек, ставьте в уголок свои метлы, и мы с вами погадаем. Как вы поживаете, мои дорогие? Вы меня слышите? Привет, девочки. Случайно нажала телефон и попала на эфир. Это не случайно, моя дорогая. Привет, привет. Значит, ты приземлилась там, когда надо приземлиться. В то время и в тот час. Привет, дорогие. Привет, девочки. Мы сегодня с вами посидим, да, погадаем на двух Таро. Я вам даже новую колоду представлю, такой подарок мне, подгончик хорошенький. Так, мы с вами погадаем на тему, что он думает обо мне сейчас, что думает ваш мужчина о вас сейчас. И у нас будет, так как мы вводим новое Таро, его надо открывать на магические темы больше всего, да, то есть не просто на что-то, что в реальности существует, гадать, а именно на какие-то моменты, связанные с магией. И погадаем с вами на тему, что он думает о вас сейчас и как проявляется магия на нем, девочки, как проявляется, то есть не магичит на него или не магичит, или что-то делают или нет. Мы с вами посмотрим, какие знаки на нем появляются, то есть на физике, да, или он начинает говорить какие-то определенные слова, или еще что-нибудь. Мы посмотрим с вами, как проявляется магия, привороты, порчи, какие знаки идут. Вот, например, если кто очень хорошо чувствует на себе, например, какую-то порчу, это не только вы там на дороге спотыкаетесь, да, или это на теле тоже как-то идет. Например, в определенном месте все время какой-нибудь чирей выскакивает, да, и либо прыщик. Вот заметьте, мои дорогие. У кого-то, например, часто на лбу. На лбу, если у вас выскакивает прыщ ни с того ни с сего, это значит, вы не простудились, да. Вот все, что связано с лбом, то это к магии имеет прямое отношение. Вот на щеках это уже как-то больше к физике, да, там месячные или еще что-то. Но на лбу, прыщ на лбу, да, это уже надо задуматься, что кто-то на вас так посмотрел кое-как. У меня, девочки, тоже есть особое место, там, где проходит вена. Я даже не знаю, как описать это место, но это медики изучают, когда артерия, по-моему, да, это артерия проходит там у нас между ног, да, и именно там очень близко идет вот это вот большой сосуд с напряжением. Нет, как это назвать-то? Короче, девочки, я не медик, да, но медицину изучала 3 года в университете. Но фишка в том, что у нас между ног есть одна артерия, да, и именно на месте ее у меня иногда образуется чирей. И это у меня, я заметила, в определенные моменты. Например, когда возле меня где-то образуется вражина, которую я победю. Да? То есть я понимаю, что все закончится хорошо в мою сторону, когда у меня вот этот, именно на той вот вене моей выскакивает такой чирей. И на лбу, девочки, может, у вас какие-то особенные есть приметы с этим связаны. Ну, волосы выпадают, это, девочки, тоже от разного могут выпадать, да, но смотри, если, например, такие колтуны образуются, вот тут надо задуматься, да, и когда они, знаете, вот если аллопеция какая-то идет, то есть, например, кругляшок, неестественный кругляшок, такая вот залысинка, там, где обычно густо было волос. Аллопеция, кстати, это тоже от магических влияний может быть. Но аллопеция, кстати, связана со смертью, да. То есть, скорее всего, вам очень кто-то сильно желал смерти, если у вас там есть аллопеция. Но аллопецию легко, кстати, лечить теми же гормонами. Хоть несчастье, да, но все равно. Привет, мои дорогие. Вот. И сейчас мы, дорогие мои, с вами посмотрим. Тему еще раз повторю. Что он думает о вас сейчас и как проявляется магия на нем. Порчи, привороты, какие-то знаки. У нас сегодня на мужчин, девочки, гадание. Суббота. И новое Таро я вам сейчас покажу. Это у нас такое, девочки. Сейчас Таро будет. Tarot of Unknown Shadows. Таро неизвестных теней, скажем так. Второе издание, 2020 год. Это мне тоже такой вот подгончик. Спасибо, мои золотые. Так, и сейчас мы с вами погадаем.
на зомби Таро. Это, девочки, будем смотреть, что он думает о вас сейчас. А как проявляется магия, на негаданном Таро будем смотреть. Ну что, давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас. Загадывайте вариант. У нас их 4, мои дорогие, будет. 4 варианта. Что он думает о вас сейчас? 4 варианта. Что он думает о вас сейчас? И будем под каждый вариант сразу выкладывать, как проявляется магия на нем. Именно знаки, либо он начинает как-то говорить не так, икать, заикаться, я не знаю, что, где-нибудь прыщи выскакивает, какая-нибудь рожа. Кстати, рожа, кто знает, что это такое, это такая вот болезнь, она не то что от неизвестного, вот как раз-таки магия. Вот рожа, заболевание рожи, это стопроцентная магия, стопроцентная. Рожа всегда магия, мои дорогие. Ну что, давайте посмотрим, как проявляется... Так, что он думает о вас сейчас и как проявляется магия на нем. Давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Зомби Таро, черная. А знаете, почему вот не нравится? Кажется, с одной стороны, девочки, да, ой, Таро много разных сейчас есть. И дело в том, что это не к фильмам особо относится. Тут на этом Таро есть люди мертвые и есть люди живые. И они коммуницируют между собой. И вот этом смысл это Таро. Ну что, давайте посмотрим, что он думает о вас. А пока вы, девочки, выбираете свой вариант, это Таро теней. Вот представьте, у нас сегодня в теме, девочки, зомби и тени. Непонятные, неизведанные тени, призраки. Как проявляется магия на нем. Прикольно будет, если еще карты будут говорить, от кого это идет все. Самое мое любимое занятие, знаете, какое? Это когда гадаешь, где какая магия, от кого она идет, да? Особенно описывать внешности. Самое тяжелое — это описывать, какими инструментами, либо какая-то именно магия. Вот черную я узнаю, как говорится, по запаху из 1000. Например, вот какие-то такие... арабские, да, эфиопские, там, армянские, немножко они отличаются, и получается, ты понимаешь, что там за воздействие было, да, но не можешь его как собака объяснить до конца. А для того, чтобы его нейтрализовать, например, черной магией, мне надо, получается, подобрать что-нибудь такое из черной, чтобы оно вибрировало рядом. Поэтому иногда на какой-то ритуал уходит даже не 1 месяц. Это когда мне надо подумать. Ну что, давайте посмотрим, как проявляется магия на нем. Сначала, девочки, что он думает о вас сейчас. Первый, второй, третий, четвертый вариант. И будем докладывать, как проявляется магия на нем. Мы вытаскиваем только по сигнификатору. Если надо, мы потом доложим карты. Ну что, привет, девочки. Кто сейчас подошел, подключился, приземлился, слез с метлы и присел на наш огонек. Добрый вечер в хату. Ну что, выбрали, мои дорогие? Давайте посмотрим. Так, что он думает обо мне сейчас? Если, девочки, вы загадали второй, третий или четвертый вариант, поприседайте. Вот приседание, вы не то, что вам попу подкачаете, вы себе кровоток хороший сделаете, да, вы физкультурой займетесь, попку к лету можно подкачать, потому что думаем о всем в последний момент. Ну что, давайте открываем. Что он думает о вас сейчас, девочки? Первый вариант. Так, 10 риска выпала. Он, девочки, сейчас в таком состоянии, либо он злой, нервный, психованный, капризный, недовольный, уставший,
Или все это вместе взятое, девочки? Вот сейчас он какой-то нервный такой. Кажется, вечер, да, что-то такое, что-то нервный, что-то такое. Возможно, это связано либо с болезнью, либо с тем, чем он занимался до вот этого, вот до момента, когда мы сейчас с вами гадаем, да. То есть, скорее всего, ночью, именно ночью, не этой, что будет, а той, что было, да, у него были какие-то происшествия, которые привели его к тому, что он в плохом настроении, в плохом состоянии. Какие-то неудобные у него идут, как-то неудобно он себя чувствовал этой ночью. Неудобно, это могло быть не то здание, где он обычно привык в комфорте ночевать. Что-то такое неприятное было. А сейчас он, знаете, как отходит от того, что было, и в результате из-за этого он немного такой фиговый. Фигово чувствует себя. Но давайте посмотрим, а что он думает о вас сейчас? Паш мечей, девочки. Ну вот опять капризный мальчик выпал. И что ты, капризный мальчик? Что ты думаешь о девочке сегодня? Девочки, это еще и ревность, оказывается. А знаете, почему он злой может быть? У многих из вас тут будет проявляться очень сильная ревность к вам. Если вы его раззадорили, девочки, поссорились с ним, если вы где-то там сказали, что у вас еще кто-то есть, либо пропадали где-то вот этой вот ночью, все идет с ночи, с темного времени суток, которое было до. Он, девочки, плохо чувствует себя, нервничает, капризничает, гадкий такой, знаете, паскудный такой кот тут выпал. Но это еще, девочки, говорит и о ревности в вашу сторону. Тройка кубков. То есть то, что я бы хотел, чтобы с ней было, я думаю, что она это делала с кем-то другим. Девочки, тут ревность идет. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас. Ой, а знаете, у него, девочки, сейчас заниженная самооценка. Вот и угадайте, кто ее занизил. Вы, мои дорогие. По первому варианту вы занизили мужчине самооценку. Вот и ревность, и плохое настроение, и все связанное с тем, что его недооценили. Еще такой момент, что, девочки, он хочет сделать вам какой-то сюрприз. Здесь идет, да? Сюрприз в каком плане? Если вы с ним, например, живете, общаетесь, и у вас, в принципе, как будто бы все хорошо, готовьтесь, что этот мужчина, он перебирает варианты сюрприза для вас. Если, девочки, у вас такое, знаете, ни шатка, ни валка с этим мужчиной, или он с мужчиной, или он на расстоянии, да, то какой-то сюрприз все равно будет. И этот сюрприз по-разному будет у вас, ну, у кого-то больше, какой-то приятный сюрприз, у кого-то не очень, девочки. Ну, сюрприз. Это даже не сколько материальное, да, сколько вот какая-то идея у него в голове проявиться в вашу сторону еще больше. Вот этот мужчина, например, когда что-то происходит в отношениях с женщиной, он пытается стараться, девочки. Вот этот мужчина, если вдруг все летит в тартарары, либо вы не проявляетесь, да, и он видит, что, например, ваше желание общаться с ним угасает, этот мужчина будет прорываться. Он не будет сидеть на месте и молчать, он будет пытаться что-то сделать. Но опять же таки, да, смотря какого уровня этот мужчина, девочки. Этот хомячок проявляется не так, как волк, к примеру, да. Так что на вопрос, что он думает о вас сейчас, мои дорогие, этот мужчина продумывает какое-то удивительное поведение в вашу сторону, которое я бы назвала сюрпризом. Также, девочки, он сейчас не в очень хорошем расположении духа, и, скорее всего, это из-за ревности. Но, возможно, еще что-то другое, чтобы повлияло на него, вышло из ночи предыдущей. То есть, вне зависимости, вот если, смотрите, мы сегодня гадаем суббота, да, с пятницы на субботу что-то его там теребунькало.
Если, девочки, будем смотреть, например, вот этот стрим, кто-то в записи будет смотреть, да, в понедельник, значит, надо смотреть ночь с воскресенья на понедельник. Но король кубков выпал, и тут, девочки, вот эта тройка классная выпала. Тройка кубков. Это и ревность, мои дорогие. Он такой собственник у вас. Но он за своей женщиной будет бежать. Или, девочки, это, как, знаете, лев будет обсыкать все углы, помечая всех своих этих львиц. И, знаете, некоторые мужчины, например, если некоторые львы мужчины, да, к примеру, это, например, лев берет и начинает, там, знаете, помечать своей мочой где-то всю саванну по какому-то этому периметру. И в результате он потом считает, что все львицы, которые у него поэтому в его периметре, это все его львицы, девочки. Даже так может проявляться. Так что вам будет казаться, что он нифига не сделал для вас, да, и с чем это связано, почему он считает, что я его собственность или еще что-то. А потому, девочки, потому. Готовить сюрприз — это самое прикольное здесь. А давайте еще посмотрим, что же тут у вас выпало. Как на нем проявляется магия, мои дорогие. А вы, если вы думаете, что на нем магии нет, девочки, то есть. Королева кубков выпала. Здесь. Тут по-любому магия есть. Я надеюсь, что вы в паре, мои дорогие. Если вы в паре, знаете, вот этот рыцарь кубков и совпало с другой колодой королева кубков, тем более и вы гадаете здесь, да, это, скорее всего, связано с вами. То есть, если, девочки, вы на него делали какой-то, ну, допустим, приворот или еще что-то, да, то будьте уверены, он работает, этот переворот. Но, если, девочки, вы с ним на расстоянии, и, возможно, где-то он вас игнорит, то что ему мешает к вам прийти, девочки? Королева кубков. А королева кубков — это не соперница или разлучница ваша. Это, девочки, может быть его мать, это может быть его сестра, это может быть даже его жена, с кем он, например, долго живет. Долго живет, девочки, и, например, дети есть. Давайте посмотрим, как проявляется магия на нем. Девочки, на него очень сильно действуют привороты, очень сильно. Король монет тут выпал, да, и королева кубков. А к вам он как рыцарь кубков идет, да, и на него действительно очень действует. Он будет с той женщиной, которая его привораживает. Но, обращу внимание, когда его привораживает королева, а не... кто-то, кто к этому... То есть это нельзя взять свечку, помахать ей, да, и хоба, этот мужик к вам придет, да. Он придет только к королеве, потому что он сам тут выпадает королем. В привороте он король, без приворота он рыцарь, девочки. Но тут что-то такое непонятное. Давайте еще посмотрим, как магия проявляется на нем. Двойка мечей выпала. Но тут, блин, реально выпадает. Вот если даже связать эту колоду и эту колоду, да. Двойки, девочки. Двойка мечей та же, это подклад, да. Сам по себе эта карта обозначает. Но я вот смотрю, что тут... он, получается, на зомби Таро выпадает каким-то пажом и просто рыцарем. Ну, как бы мальчиком таким, да, и пустой, как бы. И мысли его можно прочитать. Но когда мы ударились, как проявляется магия на нем, то получается, что здесь вот эта двойка мечей, но это какие-то такие подклады, девочки. Это могут быть иголки, это и ножи могут, и все что угодно быть. Но именно при королеве. И он, получается, служит какой-то королеве. Он будет служить. И этот мужчина, девочки, от одной женщины к другой уходит по магии, но служит королеве. Он пажихе служить не будет. И если, например, просто на него взять, и вот я хочу этого мужчину, он такой клевый, я хочу им владеть. А ну-ка наведу я приворот, да?
Не получится, потому что в этом привороте он должен проявляться в служении девочки, да. То есть это и на коленях, как говорится, стоять, и выполнять все поручения, и мелкие, и не мелкие, да. То есть он своей этой женщине служит. И если вы можете сделать так, чтобы мужчина вам служил, вот выполнял, не то, что вы там думали, да, как это так объяснить? Не сколько, например, вы ждете, пока он вам подарит цветы, там тортик или какой-нибудь, знаете, и что-то сделает, пока вот он сам захочет. Нет, он выполняет поручение здесь. И он будет так, может переходить как флаг из рук в руки, но именно от королевы к королеве, которой он будет прислуживать. В прислуживании идет его, девочки, магия. Он служит тому, кто на него наводит магию. И приворотов это касается, и, скорее всего, и порч, и чего только не касается, девочки. Как только вы видите, что этот король начинает служить, все это значит на нем магия. А обратите внимание, разве короли служат, девочки? Короли же не служат. Пажи служат, шоты служат, да? Солдаты служат. А короли кому служат? Кому служат, девочки, короли? Хотя, с другой стороны, слуги народа, да? Ну, короче, магия на нем проявляется, девочки, во служении. Когда он начинает выполнять, как цирковая собачка, все какие-то поручения, знаете, что что-то с этим королем не то. Либо это приворот, если он служит женщине, да, либо что-нибудь еще другое, если он служит кому-то. Вот такие дела, мои дорогие. Раскусили. Я вам скажу, не так-то просто у вашего этого первого варианта. Оно мне как-то с языка не давалось. У меня такое ощущение, что, знаете, я хочу сказать, а у меня до горла доходит, и оно не говорится. И я тут раскачивалась, да. Не знаю почему. Но это обычно связано у меня с каким-то вариантом. Я смотрю, что у меня, кто стучит, кто звонит, когда я гадаю на какой-нибудь вариант. Вот такие вот дела, мои дорогие. Так что вот этого короля, либо его надо... Ваш приворот, как говорится, будет работать, если вы увидите, что он вам служит. Для того, чтобы увидеть, что он вам служит, что ему надо давать? Ему надо такие вот поручения, когда он будет выполнять их. Но тут еще, вот мне тут, девочки, пахнет еще какой-то дамой все-таки, да. Есть какая-то дама, которая вот эту уже фишку, что мы сейчас тут с вами, да, о чем мы разговариваем, такое ощущение, что она уже давно знает про это. А это может быть и кто-то из близкого его круга, девочки. Ладно, мои дорогие, вот такие вот дела. Ладно, ну все, первый вариант закончили. Давайте посмотрим второй, мои дорогие. Ну что, второй вариант. Что он думает о вас сейчас? Он собирается, девочки, с вами связаться, позвонить, написать, что-то вам такое вот показать, как-то с вами общаться он собирается, девочки, этот мужчина. Девочки, кто еще не повыкладывал свои самые интересные, лучшие фотки, почему бы нет? Сидите, если дома сидите, знаете, мы ходим в масках, в этих намордниках по улицам, да. Так это, зато дома можно так накраситься от души. Сколько фоток можно красивых сделать, почему бы и нет, котики. Повыкладывать это все. Он собирается с вами связаться, написать как-то, да, ну, позвонить. А еще такой момент идет, как будто он вот, знаете, вот если говорить про его диалог, он, получается, в начале диалога называет ваше имя, потом что-то говорит, и в конце ваше имя. Почему-то одно и то же имя идет в начале и в конце его практически вот каждой фразы, когда он про вас что-то говорит или вам даже говорит. Почему-то как два имени идет, девочки. Интересно. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас. Боже ты мой. Девочки, он голодный сейчас, этот мужчина. Ему хочется, чтобы его кружили.
в хороводе любви. Ну, в общем, он голодный, девочки. Он хочет общения. У него скоро будет, вот прям завтра, послезавтра, ну, может, в понедельник, в будние дни, да, у него приход денежный будет. И он как будто бы уже планирует то, что он будет тратить. Или покупать что-то. Что он думает о вас? Кто находится на расстояниях, да, то я вам скажу с девочки так. Тут получается, что у него в голове какое-то определенное время точно назначена, точная дата, точнее, точное количество времени, когда вы не увидитесь, он это точно знает. Так что, девочки, если вы спрашиваете, когда ты приедешь или еще что-то, он точно знает, сколько он не будет приезжать, например, да, сколько он будет находиться на расстоянии. Может, вот как работа вахтовым методом, да, 2 недели дома, 2 недели где-то на работе или еще как-нибудь. То есть он знает свое время, пока он не увидится с вами. Голодные девочки. Голодный мужчина. И я имею в виду голодные и в интимном плане тоже. А что он думает о вас сейчас? Он пытается как-то расслабиться. Но у него, как на то, что он хочет, у него как бы не хватает средств. Денег не хватает у него, девочки, на что-то. На вот этот расслабончик, что он себе наметил. Но почему тут не идет... Девочки, на вас не идет нормальных карт здесь. А что он думает о вас сейчас? Он как о себе, девочки, сейчас думает. Он не думает о вас вот в такой вот мере, чтобы... Ах, моя дорогая, моя любимая, моя хорошая, да? Этот мужчина сейчас прямо думает только о себе. И вот эти вот карты все спускаются, да? От короля рисков до пажа рисков, да? И они спускаются. А почему? Потому что он какие-то себе... Он много хочет и мало имеет. Он поставил какие-то планы наперед, которые у него не реализуются из-за того, что он на это... Он собирается сейчас с мыслями, с энергетикой для того, чтобы какой-то либо новый бизнес, девочки, либо на новую работу выйти. Короче, на следующей неделе будет какое-то у него такое... Он будет рвать жопу, я извиняюсь за выражение, именно для того, чтобы где-то чего-то прорваться, добиться. И у него сейчас, вы знаете, как кот, который начинает топтаться на задних лапах, и передних тоже так присел для прыжка. То есть ему надо собраться с мыслями, девочки. И поэтому вот прямо сейчас я бы не сказала, что он о вас вот прям думает в любом таком смысле. Он как хочет, девочки, ему не хватает денег, не хватает... благ каких-то ему не хватает. Я бы даже не сколько даже про деньги говорила, как ему чего-то не хватает. И он про это думает, что ему надо сейчас добывать и добывать и добывать. Лапами гребсти хочет под себя. Но так сказать, что вот прямо сейчас он так в любовном что-то, нет. Но еще меня смущает, девочки, я вам скажу так, если вы тут гадаете на какого-то мужчину, которого не особо знаете, к примеру, да, я вам скажу так, если вы по статусу и по благосостоянию выше его, вот эти вот карты могут, девочки, указывать на то, что он либо вам завидует и хотел бы обладать тем, чем владеете вы. То есть, если он сейчас будет проявляться в вашу сторону, обращайте внимание, как он пишет, девочки, если вы богаче его, да, потому что что-то он под себя начинает гребсти. Связано это с вами, не связано, но вот у него какая-то жажда, девочки, голодный он, жажда у него. Хочет грести. А давайте еще одну карту вытянем. Что он думает о вас сейчас?
Он с вас возьмет то, что он считает нужным от вас, девочки, взять. И тут, блин, вот то, что сейчас карты вот эти вот выпадают, это, сегодняшний день, в принципе, ничего не значит, да. Дело в том, что вот в будущем, мои дорогие, да, я вам даже скажу примерно, да, вот до 12 марта, мои дорогие, а я знаю, о чем говорю, когда я говорю про 12 марта, да, вот этот мужчина, получается, да, он с вас возьмет то, что он хочет взять с вас. Либо он занят сейчас не то, что там зарабатыванием, а какие-то, вот как-то хочет. Это то же самое, что я хочу себе дом, у меня дома нету, денег у меня на дом нету, то я буду гребсти, гребсти. Так, я собираюсь с мыслями, я работаю, работаю, работаю. Это может быть так. Но, девочки, очень много таких хазардов выпало, если вы статуснее и богаче его. И если сейчас вот он будет вам что-то ныть, например, о чем-то, да, то будьте готовы, что, скорее всего, он ноет и подбивает клинья под ваши капиталы, мои котики. Да, 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 да. Ну, в общем, знаете, сегодня не его день, как говорится. Ну, давайте посмотрим, девочки, а как на нем магия работает? Как проявляется на нем магия? Шестерка мечей выпала. А знаете, я вот смотрю, шестерка жезлов и шестерка мечей, девочки, выпала у него. А не такой ли он, то, что он о вас сейчас не думает, потому что он под магией? Допустим, давайте посмотрим, как на нем проявляется магия. А вот вам еще мечи выпали. Семерка мечей. А давайте еще посмотрим. Звезды выпали. 17-й старший аркан. Странно тут, девочки. Это не магия идет, это не черная магия. И это какая-то эгрегорная магия. Очень похожа на принадлежность, как говорится, как какой-то секте, ордену какому-то, да. Это какой-то такой вот эгрегор. И вот, блин, ну я не буду говорить, что на нем сейчас магия есть, да. Но, девочки, что тут не то. Как проявляется на нем магия? Девятка кубков. Он либо сам, девочки, у вас такой вот колдовской какой-то. Реально тут может... Короче, если он у вас темненький, и если он у вас здесь пиковый, контрастный по отношению к другим, если он рыжий, веснушчатый, вокруг никого с веснушками нету и нету рыжих, если, девочки, у него бледная кожа, черные волосы, да, если он врач, девочки, вот если он такой вот пиковый, понимаете, если он форму носит, ну, короче, контрастный либо сам по отношению сам к себе, либо по отношению к другим людям. То есть, когда люди его окружают, и он ни на кого не похож, и он не смешивается с толпой, это, как говорится, Эфиоп в Древней Руси, да, то он у вас, девочки, колдун. И тут, скорее всего, эта магия, знаете, как на нем проявляется? Он этим может владеть. Тут выпало две шестерки и девятка. А девятка перевернутая, кубковая, указывает на то, чем он может заниматься. А вы не под приворотом-то его, мои дорогие? Если вы на него тут догадаете, девочки. Может, потому что он там где-нибудь вам нашаманил. И еще какую-то я мысль тут хотела сказать. Сейчас вспомню. Если вернуться к началу, да. Про мечи я хотела эти сказать. У него есть какая-то такая
Фишка, знак, когда работает на нем магия. Если он что-то потерял, да, это магия против него. А если он что-то нашел, то это магия для него, да. Хорошая или плохая магия. Тут идет и либо что-то теряет, и этому сразу можно говорить, что на нем что-то есть. Вот как с кармана достаешь, а там ничего нету, и ты потерял какую-то... Короче, вот когда он что-то теряет, девочки, да, то вот это магия. Если что-то находит, то это хорошая магия в его сторону. С потерями и с приобретениями, нежданчиками связано. И обратите внимание, он, девочки, вот здесь вот, да, по раскладу идет, как проявляется магия. Он в пиковом проявляется. А пиковый проявляется, что такое пиковый, да? Это черное сердце, перевернутое, пика. Но пиковый и червовый, они очень часто один в другого переплывают, или как сказать, девочки, перетекают, да? То есть червовый может быть пиковый может быть червовым. А у него вот эти вот находки и потери — это то, как на нем работает вот эта магия. И его магия. И он, девочки, тоже может колдовать, потому что он себе ведет неестественные девятки червовые. Что такое эти неестественные девятки червовые? Он может привлекать женщин, да, вот он что-нибудь шепнет ей, какие-то даже колдовские слова, или еще какие-то. Все, понимаете, приворожил. А когда на него что-то действует, кто-то пытается на него воздействовать, да, сзади кто-то стучится, это, девочки, значит, он что-то теряет. А как только, вот я бы посоветовала даже этому мужчине заниматься магией, потому что чем больше он даже ритуалов будет делать для себя, да, тем больше он будет чего-то находить, реально находить будет. Вот такие дела, девочки. Но он еще к какому-то такому, знаете, к масти определенно относится, вот этому к эгрегору какому-то. Тут все-таки идет какой-то еще эгрегор. Какой-то эгрегор. Может быть, знаете, это как все равно, как ну вот если сравнить с православием, допустим, да, как монах. И он, когда выходит в мир, да, получается, ездит там, чем-то занимается, а получается, ты его все равно видишь как-то. Ну, не знаю, короче, он очень таинственная личность, этот мужчина ваш. Ладно, мои дорогие, вот такой вот, не будем уже сильно отвлекаться, да. Вот такой вот был второй вариант. Ну что, третий давайте посмотрим, кто уже наприседался, девочки, до третьего варианта. Кто подкачал свои орешки. Ну что, давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас. Так, это у нас 11-й старший аркан силы выпал. Что он думает, девочки, о вас? Вот этот мужчина думает о каком-то возвращении, девочки. Возвращении, соединении, предложении руки и сердца. Супруг-супруга. Одна фамилия, одни имена. Это очень хорошая карта для тезок. Например, Евгений и Евгения, Александр и Александра, да. Ну вот, если у вас еще что-то похожее, там имена, отчество, фамилии, да, это вообще супер. Это, блин, большой, огромный плюс в карму в виде мужчины, девочки. Как правильного вы сюда здесь мужчину себе загадали. Если у вас есть совпадения, вот про которые я вам говорю, такие. Что думает вообще, девочки, мужчина, да? Он сейчас в таком состоянии, когда он думает далеко-далеко наперед. Не просто про свое будущее думает, он думает про будущее себя и своей второй половины. Даже если у него этой половины нету, он уже, как говорится, и в ближайшее время найдет, потому что имеет большое намерение для этого. Если, девочки, это вы, я буду просто для вас счастлива, потому что тут хороший, счастливый брак будет. Но при условии того, что у вас есть
какие-то такие одинаковые где-то даты рождения, там, я не знаю, месяц одинаковый, год, знаки зодиака. Ну, короче, то, что будет всю жизнь вместе с вами, о чем вы будете... к чему это вообще, я говорю, да? Потому что, когда про вас будут говорить, и вы будете говорить, вы это будете вспоминать и проговаривать в своих речах с другими людьми или между собой. Он, девочки, про вас много думает. Он как жизнь вашу хочет улучшить, понимаете? Он действительно думает далеко вот вперед. Ладно, давайте еще посмотрим на зомби Таро. Да, я вообще-то не ожидала, что здесь выпадет вообще старшая аркана, вот 11-я. Вот что-что, ну точно не ожидала. Ну ладно, давайте посмотрим. А что он думает о вас сейчас еще? Это, девочки, ревность. У него есть какой-то знакомый, который говорит не очень лестные слова и про вас, и про других женщин. Ой, ты опять там с этой связался? Или, ой, ты что, она же не фонтан, там, или еще что-то. Короче, какое-то чмо, извиняюсь за выражение, рядом есть, которое про женщин все время. Так вы знаете, я не знаю, как вам описать такого мужчину, который, знаешь, в мужских компаниях хи-хи-хи-хи-хи, и такая... Лишь бы поглумиться, потроллить женщин, да, и не в глаза женщине, и не сам с собой просто подумать, а еще, знаете, так пошептаться. Неприятно какой-то такой дружочек есть. А что думает о вас ваш мужчина загаданный? А он, девочки, не пьет случайно сейчас, потому что он, знаете, как развлекаловка какая-то. А я вам скажу так, девочки, да, вот бывают такие моменты, вот если вы хотите провести, вот мужчина сейчас, да, он просто развлекается, бьет палкой крапиву на самом деле, да, и может, если он, как говорится, старше там 14 лет, да, он может там где-то что-то еще и выпивать, мягко говоря, да. Но в чем тут и прикол, да? Он бы и хотел бы время хорошо провести с вами, четверка кубков. Он хотел бы с вами пообщаться, да, с вами проводить как-то время, все остальное, но получается вот как с друзьями, либо... Вот с таким вот общением, и он получается как занят, но на самом деле, если бы он был бы не занят, он с удовольствием бы и с вами провел время. А почему? Тут еще такой момент идет, да, 20-й старший аркан, девочки. Если вы совпадаете с ним вот в каких-то таких моментах, которые другие люди, ну не знаю, отчество, фамилии, фамилии я к чему говорю, если это, например, бывший муж какой-то, да, имена, девочки, знаки зодиака, номера квартир. Ну, то есть, что-то у вас очень сильно похоже идет. 20-й старший аркан это XX. А тут у нас сила 1-1, девочки. Это мужчина думает о далеких перспективных отношениях с вами в качестве людей, партнеров, которые вместе шагают по этому свету. Тут и дружба, и не то, что там моя любимая любовь, да, но и дружба еще, и поддержка. На равных. Он не шовинист, девочки, у вас, не такой мужчина, который говорит, что ой, все женщины, они хуже мужчин, там еще что-нибудь. Нет, он такой, он наравне хочет. А, кстати, мои дорогие, я вам скажу одну вещь такую, да. У меня есть тест такой, точнее, это не мой тест, но я его где-то на втором своем канале тоже мы проходили его. Надо проверить своих, девочки, мужчин, как они видят вас и ваш мир, да. И я сейчас вот себе помечу, и в конце стрима тест мы с вами, я вам скажу, какие вопросы задавать мужчине, чтобы вы поняли, какую женщину он хочет и как он относится к любовницам. Ну, может, кто знает этот тест про... не буду сейчас спойлерить. Про пустыню, в общем. Так что мы с вами сейчас в конце пройдем тест, девочки. Мы увидим, как мы видим своего мужа, будущего и любовника.
если он будет. И то же самое вы можете своему мужчине сказать, чтобы он вам ответил на вопросы, да, и вам будет понятно, будет ли у него там любовница или не будет, и все такое, девочки. Вообще, тест супер чистый. Мне, кстати, его рекомендовал турок, девочки. Мужчина турецкой национальности. И вот они, кстати, вот этими штуками увлекаются. Ладно, мои дорогие, давайте дальше третий вариант посмотрим. Как проявляется магия на нем. Как проявляется магия на нем. Дурак, девочки. И обратите внимание, да, на него нельзя, на него лучше не магичить, на этого мужчину, потому что он в магии превращается в дурака. А смотрите, какой красивый. Его сигнификатором назвали силой, а как только как проявляется магия, дурак. То есть я вам скажу так, без магии у него работает все, да, он сам по себе очень удачливый человек. Но как только на нем магия, девочки, ни дрова поколоть, дом сгорел, там еще что-то, работу потерял, вот все, что связано с его благосостоянием, да, и с какими-то такими, машину разбил, в аварию попал, вот это все и к магии идет, потому что этот мужчина сам по себе очень должен быть удачливый. И вообще по чистоте, да, этот мужчина родился, развивается, школу хорошо закончил, и никаких эксцессов у него нету, живет, жену себе нашел, там ребенка, ну, все по плану идет. И вот это значит, что магии на нем нету. Но как только у этого мужчины аварии, поломки, тут надо ухо востро держать, да, если кража денег, потеря чего-то, потеря работы, вдруг больной у него какой-то, девочки, орган, вот если какое-то хроническое заболевание, но не общее, а органа какого-то, да, печень, там, сердце, но не просто, которое с рождения было, а именно вот приобретенное. Вот это все говорит о том, что на нем химичили. Я бы, например, этого мужчину, девочки, выпала сила и выпал дурак. Если у него все плохо, девочки, его надо вести не к магу. Его не надо самого отчитывать или еще что-то с ним делать. Его, девочки, надо вести к целителю. К целителю. Как найти целителя? Не в интернете, по сарафанному радио. В каждом городе, в каждом селе, да, в каждом ореоле есть такая, как говорится, пионерская звездочка, да. Все по иерархии идет, и целители тоже. И получается, вы этого целителя можете найти по сарафанному радио. Это может быть костоправ. Многие костоправы, и они и есть целители, да. Это может гомеопат какой-то быть. Это может быть врач, да, тот же. То есть его надо поводить, девочки, именно по целителям, потому что с дурака его надо выводить. И обратите внимание, после карты дурака, нулевой старший аркан, что идет? Маг, первый старший аркан мага. Но не в маге выражается ваш мужчина, а в двух, 11-й старший аркан, маг и маг, 11, понимаете? Получается вот такая вот рогатка с нуля идет. Его надо, девочки, через целительство. Вот если спасать, если что-то не то у него, девочки, да, идет, то его через целительство только. Не психику ему лечить, да. И свечой тут ему, как говорится, не опалишь рога. Его надо через тело на него воздействовать. Врачевать его тело. Он сам по жизни, у него все должно быть хорошо. Оно и выпрямляется, но когда на него идут и энергетические, и магические удары, он превращается вообще в дурака. Он не обнуляется, да, а он именно падает. Падает и больно бьется, девочки. Это и в деньгах может быть, и всем остальном. Его надо к целителю, когда у него что-то такое случается. Я, девочки, сама хожу тоже к целителю. Ну, все, мои дорогие, вот такие вот дела. И давайте дальше посмотрим. Еще тест расскажу. Ну, давайте посмотрим четвертый вариант. Что он думает о вас сейчас, девочки? Что он думает о вас сейчас? Он скучает. Мальчик скучает, девочки, очень сильно. Паш кубков выпал. Он скучает, он, девочки, наблюдает за вами. Ему надо... Кубковые, как они любят? Они, девочки, любят глазами в первую очередь, да? Они влюбляются в глаза и глазами любят.
Этот мужчина любит наслаждаться изображением. И если он вас выбрал, значит, вы, девочки, самая красивая здесь. Что еще? Что он думает о вас сейчас? Шестерка кубков, девочки. Ну, скучает, очень сильно скучает. Думает, как вы там, тоскует. Что он думает о вас сейчас? Десятка кубков. 3 кубковых карты, мои дорогие. Любит, скучает, тоскует. Котики. Любит, скучает и тоскует ваш мужчина. 3 кубки выпало. Переживает, как вы там. Все ли с вами хорошо, девочки? Наслаждается вашими изображениями. Вас голенькой. Все может быть, девочки. Смотря какой мужчина. Но у вас тут прям кубковый, прям дышит, девочки. А с другой стороны, если кому-то не звонит этот мужчина, да, а тут такой сладкий сахарный пудровый расклад у нас, да, прям Джонни шоколадная фабрика, какая любовь, морковь. А чё ж ты не звонишь? А, девочки, паш-то выпал. Если звонил бы, если бы рыцарем был бы, или королем, да, а паш, он такой, неуверенный в себе еще. А он думает, а вдруг я ей помешаю, а вдруг я ей не нужен, а вдруг она не хочет, девочки. Так что, в принципе, вы этому королю можете сами что-нибудь. Ну, такое, если вы ему напишете, он может и не среагировать нормально, да, потому что все-таки это и мальчик, девочки. Ему надо какое-нибудь изображение. Можно без слов, мои дорогие. Все понятно без слов. Сбросьте ему какой-нибудь смайлик, ну, не знаю, сердечко, фоточку какую-нибудь, себя, девочки, сбросьте. А зачем нам фотки природы ему сбрасывать? Сбросьте ему себя, красавицу. Так, и давайте посмотрим, девочки, как проявляется магия на нем. Тауэр. Падающая башня выпала. А сейчас мы посмотрим, как проявляется. А как магия на нем проявляется, когда на нем есть. Вот, девочки, знаете, он когда ударяется мизинцем о краешек дивана, стола, вот, короче, лоб побьет, да, об косяк какой-нибудь. То есть у него в башне, девочки, да, в зданиях именно, он, если на что-то напарывается, спотыкается, падает не на улице, а в здании, да, то значит что-то не то пошло. И, кстати, я вам скажу, о чем я тут говорю. У меня был практически такой же случай, да, со мной прям. И я помню, у меня есть такой ненавистный мне сосед, вот не люблю его капец, такой дедок уже, такой препротивнейшая морда, девочки. И знаете что, короче, я однажды выхожу с подъезда, да, и смотрю в телефон, и вижу вот через через окно домофона, вижу препротивнейшую морду, девочки, да, и что-то меня аж так перемкнуло, а он на меня посмотрел, короче, и я упала. И вот у него также, девочки, у вашего мужчины, когда он падает в здании там или еще что-нибудь, ударяется мизинцем об косяк, вот что-то в здании с ним такое, рояль упал там или еще что-нибудь, вот это проявление на него, девочки, влияния, порчи. А если на него приворот навести, как на нем будет проявляться это? Рыцарь монет. А, девочки, смотрите, тут выпадает пара. На нем-то я бы не сказала, что на нем какой-то приворот есть, но он привороженный, девочки. А судя по вот этим вот картам, которые тут выпадали у вас, 3 кубковые масти, да, то дайте-ка я угадаю с 4 раз, кем он приворожен, девочки. Вами, мои котики дорогие, приворожен, кто выбрал 4-й вариант. Ой,
Вот такие вот дела. И еще, мои дорогие, давайте тест с вами проведем. Точнее, не тест проведем, а я вам расскажу, как проверить себя. Я сейчас это сделаю на вас, задам вам вопросы, а вы сами для себя здесь ответите. А потом эти же, там легкий тест вообще. Но реально интерпретация, вот вообще дух захватывает, девочки. Первое. Представьте, что вы в пустыне. Что вы видите? Вот вы представили пустыню себе. Держите ее в виду. Идете вы по этой пустыне и находите кувшин. Какой он? Вы его сейчас описываете для себя, как вы его видите, да? А что вы будете делать с этим кувшином? Оставите его или пойдете дальше? Или возьмете его? А что там внутри было? Было ли что-то в этом кувшине? Дальше вы идете по пустыне, девочки, с кувшином или без, и встречаете лошадь. Представьте, как она выглядит. Кляча ли это истощенная, или это арабский скакун? Какого она цвета, эта лошадь? Есть ли на ней седло? И что вы с ней сделаете? Вот подходите вы к ней, что вы делаете? Возьмете ее с собой или оставите? Или отпустите? Ну ладно, с лошадь вы увидели, взяли вы ее с собой, либо оставили. Идем дальше. Идем по пустыне, идем и видим верблюда. Что делает верблюд? Как он выглядит? А вы что? Вы подходите к нему. Что вы будете делать с этим верблюдом? Возьмете его с собой или оставите? Угостите чем? Аль под хвост дадите? Ну и все. С верблюдом закончили. И последнее. Идете вы, идете. Может быть, кто-то с кувшином, лошадью и с верблюдом, кто-то вообще без ничего. Или как? В разных комбинациях. И доходите вы до дома в пустыне. Дом такой стоит посреди пустыни. Как он выглядит? Что это за дом такой? Есть ли у него забор у этого дома? Может, это Дубай-банк или хижина? Или это нора большого чудовища или инопланетянина? А в этом доме кто-нибудь есть или нету? Ну вот, вы представили всю эту картину. Вы теперь знаете, какой кувшин вы видели, какую лошадь вы встретили, какого верблюда и какой дом, да? А теперь, девочки, такая расшифровка. Ну, это я по-быстрому, да, но тесты вообще классно, конечно. Пустыня – это ваша жизнь. Если вы там видели барханы, девочки, значит, так вы ее представляете, так и вы ее видите. И по этой пустыне и собираетесь идти по жизни. Дальше, мои дорогие, да. Дальше вы идете и видите кувшин. Кувшин – это ваши друзья. Вы либо одних берете с собой, этих друзей, либо вы напиваетесь с этого кувшина, то есть они помогают вам утолить жажду, либо это дырявый сосуд, который вам нахрен не надо.
И обратите внимание, берете вы с собой друзей этих кувшин или все-таки оставляете? То есть нужны ли вам по жизни друзья? Надеетесь ли вы на них? Опираетесь вы на них? Или все-таки вы посмотрели на тот расписной кувшин, постояли, бросили его и дальше пошли? В принципе, если кто-то бросил кувшин, это значит, что не особо вам эти друзья и нужны для вашего саморазвития. Вы так больше добрые знакомые, вам больше такие знакомые нужны, хорошие связи, чем, например, именно друзья, кому плакаться в жилетку. А кто вот взял с собой кувшин, это говорит о том, что вам друзья очень важны и нужны. Дальше, мои дорогие, дальше мы встречаем лошадь. А вот лошадь — это самое интересное. Лошадь — это ваш муж, мои дорогие. Я надеюсь, что это не была какая-нибудь больная кляча, девочки. Но обратите внимание, если вы на эту лошадь посмотрели и ее отпустили, и вы ее не взяли с собой, может, и в отношениях с мужчиной вы на мужа не особо такие рассчитываете, да, и вы цените свободу, и свободу своего партнера тоже. Но если вы, девочки, идете вместе с ним, да, то есть не сели на лошадь, ей же тяжело, да, идете вместе, да, это равноправные отношения в семье. Обратите внимание на внешний вид. Если вы представили какую-то, девочки, клячу, старую вздыхающую лошадь, да, возможно, вы из жалости даже можете выйти за кого-то замуж, чтобы потянуть, да, вылечить этого мужчину. Или у вас арабский скакун, и вам важно, как он выглядит. Если вы на него сели верхом и поехали, да, это говорит о том, что вы будете опираться на своего мужа или опираетесь очень серьезно и сильно, и без него вам не пересечь эту пустыню. Но если, например, просто лошадь идет с седлом, а вы рядом идете, вы понимаете, что вам очень важно роспись в ЗАГСе, вам важно, чтобы это был титул у мужчины, что это он супруг, что он муж, что вы носите его фамилию. Дальше, мои дорогие, а верблюд. Знаете ли, что такое верблюд? Это любовница или любовник, мои дорогие. И дело в том, что когда уже человек идет с лошадью, к примеру, там уже такой прикол идет. То есть он пересядет на этого верблюда. Верблюд же все-таки, знаете, в пустыне кто у нас? Корабль в пустыне, верблюд. Что вы сделаете с любовником? Вот что вы сделали с любовником, девочки, с верблюдом? Воспользовались ли услугами? Либо вы его сахарочку дали, либо напиться дали, либо сели на него. То же самое будет верблюд обозначать в жизни вашего мужчины. То есть, девочки, это сразу ушки на макушке держим, если вдруг мужчина берет с собой верблюда. Это может 100% обозначать, что у него есть какая-то любовница, либо он подумывает о любовнице. То есть, если он берет и лошадь, и любовницу, это говорит о том, что такой самец в состоянии содержать, как говорится, целую семью из нескольких женщин, девочки. Вот такие вот дела. А дом, который вы видите, это вот реально дом, в котором бы вы бы хотели жить, мои дорогие. В принципе, к чему мы в социальном мире живем и мечтаем. Кто-то о квартире, кто-то о доме, кто-то о дачном каком-нибудь участке с домиком, да. Кто-то еще о чем-то мечтает, девочки. Это еще много налета социума. Но когда мы представляем себя в пустыне, мы видим именно истинно тот дом, который бы нам приносил комфорт, которого бы мы, в принципе, хотели бы увидеть в своей жизни. Конечно, если вы представили дом, в котором можно жить. Я надеюсь, вы там не представили какой-нибудь киоск с табаком или еще что-то. Ну, в общем, вот такой вот тест, на самом деле, можно даже найти в интернете и посмотреть его интерпретации. Но фишка в том, что вот это вот чисто надо просто даже позагадывать своим родственникам, мамам, папам, мужу своему, девочке, парню. Позагадывайте этот тест, вы очень много чего поймете. Подругам позагадывайте, тоже очень много что про верблюдов можно понять и увидеть. Вот такие дела, мои дорогие.
Ну ладно, котики, я желаю вам хорошего вечерочка, девочки. Посмотрите какой-нибудь интересный фильм про любовь, может быть, про вампиров или еще про что-нибудь. Хорошего вам вечера, котики мои. Пока-пока.